Вот мы сейчас начнем говорить, правильно? Блять. Как у нас подкаст называется? 24 минуты. Хули подкаст? Блять. Что это? Как того актера звали, который всех это, блядь? Что ты? Привет. Hello. Вот так меня слышно? Так меня слышно? Вот так меня слышно? Вот так меня слышно? Ай, блядь. Вот так будет стоять, сидеть. Ну, короче, ХП подкаст, да. Всем привет. С вами... Поздороваемся в конце. Хули подкаст. Кстати, я слышал правило, что нельзя материться в первые 30 секунд ролика. Я тебе говорю, поэтому поздороваемся в конце. Поехали. Аниме ты смотрел? Подожди. Какое? Я что-то хотел сейчас спросить. У меня вылетело из головы. Неважно. Аниме. Аниме. Все, что должно быть в своей голове, это аниме. Это конкретно да. ветер крепчает. Мы же про Хаяо аниме, да. Миядзаки. Ветер крепчает. Ну... Получается, смотрел. Я тоже давно, я не помню. Но если я не ошибаюсь, там про летчика, короче, который создавал самолеты, а потом узнал, что он самолеты создает для войны, и ему стало обидно, а еще у него девочка, по-моему, болела чем-то, типа Да, блядь. раком, Кстати говоря, туберкулезом, да. я когда узнал, что там в сюжете это появилось, типа, что она болеет, я такой, блядь, и что это? Это вот ради этого туберкулез придумали, что она, типа, сдохнет, вот, типа... Ну, кстати, достаточно тупо. Ну, по-моему, это же ничем не развилось. Ну, вот он делает самолеты, у него есть мечта, Он, типа... он встречается во снах, а... Ебать, режиссер у нас Я ебал, долбоёб, это конечно. вообще неудобно. У нас контракт. XYZ. Отрабатывает. Шахматы. Ну так вот, там вот эту девку вели, когда с туберкулезом. Она же вообще... Почему, блядь? Все нормально, вот прекрасный подкаст. Это все тоже вставишь. Сел, блядь. Посмотри, как он сел, ебать. В общем, девочка-то туберкулезом болеет, но она там вообще не нужна же. Ну, просто блядь, так его согласен. вели, такие, типа, вот она болеет Я не помню, он, туберкулезом. по-моему, блядь, к ней вернулся, типа, Да, проведать ее. ну, типа, и уехал. И обратно. Тогда реально нахуя, Ну, непонятно. типа, я так понимаю, просто для драмы. Не, вообще в целом, я когда начал смотреть, там этот, блядь, Капоне, как его, блядь, звали? Аль? Ну, типа... Ну, короче, вот это, как его, блядь, Который изобретатель Капроне, да, изобретатель. великий, который во снах ему являлся. Вот этот изобретатель, я такой, блядь, так, Капроне. Кто? Ты что ко мне пристал? чел? Это может из-за микрофона? Вот если я так говорю, нормально? Мне его съесть? Ну, кстати, так не надо. Короче, блядь, я вот смотрел это, начал это смотреть все, и там этот чел, Капроне, механик, авиаконструктор. Который во снах снится. Да. Вот, короче, я, блядь, такой, блядь, Капроне, ебать, что-то знакомое. Такой пишу в Google Капроне, кто это, блядь, такой. И там выдает итальянский этот конструктор, блядь, авиа. И он жил там в период вот этой, блядь, Второй мировой. Я такой, о, прикольно, наверное, отсылка какая-то, да? Не может же быть про Вторую мировую фильм, да? Вот, блядь. А потом, как оказалось, там вообще все, блядь, про Вторую мировую. Я не помню аниме, я не знаю про что там. Про что? Всем пока! Перескажи кратко, о чем аниме. Я кусками помню. То, что он создает самолеты, учится в какой-то школе. Потом у него девка больная. Мальчик-мечтатель. Да. Я вообще сначала такой, нихуя не понял, блядь. Мне вообще что нравится в этом аниме, там этот чел, начало мультика, да, он там сидит то ли на крыше, блядь, не на крыше, ну, короче,
То ли на марках. собирается взлетать с самолета, блядь, заводится самолет, и тут... Блядь, ебать. Кстати, саунд дизайн. Это охуенно. Звук очень крутой. Я не помню, как там по звуку. Я смотрел 2 года назад. Там Ива, не... чел сделал. Да, это... Так это же Я во многих такой- Хаяо И Миядзаки он такой, мультик начинается, он там такой, и такой, о, блядь, забавно, конечно. Потом сцена, где там площадь какая-то, там лошадь, короче, идет, и, блядь, звук такой, как это, вот есть, вот я описываю звук такой приятный, как свежий, блядь, понял, вот когда воды в рот набрал, И идешь лошадью. Воды в рот набрал и... такой, ну вот, такой, блядь, свежий звук, я хуй знает, как это описать. Я понял. Когда высоких частот или там чего там, я хуй знает, чего-то больше. Вот, ну короче, вот он мальчик, мальчик-конструктор. Из бедной семьи попадает Мальчик. в университет в Германии, по-моему. Да? По-моему, блядь, университет? Ну, в Ангар я ебал. А, ну, это он... Или это, блядь, завод был? По-моему, это завод какой-то был. По-моему. Ты что же смотрел? Точнее, нет, он в Германии не был. Он потом ездил на экскурсию в Германию. Ну, да. Посмотреть на самолет. Но это позже. Да. Вот, блядь, ну, короче, он там показывается сцена, как он летит, блядь, там и летит, и, блядь, смотрит наверх такой. Еще как он одет, я охуел. Вы помните, как он был одет? Блядь, тупо шаровары, ебать, казак. Вот такие. Тут этот джоггеры, понял, вот эти вот современные, блядь. Тут резиночка вот так, а тут я ебал, как этот. Как это называется? Блядь. Короче, шуты вот эти королевские при дворце. Вот такая же хуйня на нем была. Вот. Режиссер, картинку выведите нам на экран. Режиссер. Да, короче, тут где-то... Короче, тут где-то появилось, да. Ну и, короче, он летит, и тут эта хуйня, он такой поворачивается наверх, знаете, вот это. Вот И тоже- его бомбят. Вот, поворачивается наверх. Никого не смутило, да, блядь? Поворачивается наверх. Вот, он такой смотрит, а там, блядь, и летит какая-то черная ебатория. Или не черная, я уже не помню. И, короче, на ней свисают всякие, блядь, страшные бомбы с лицами. Живые. Дергаются такие все. Вот, и одна на него вот так летит. И он просыпается. Блядь. Ты испортил Да. нахуй нам сейчас все вообще. Можно заново? Полностью. Ну, короче, на него падает эта бомба, блядь, и он падает сам с этого самолета, летит вниз, рассекает ветер и просыпается. Ну и потом, как это вообще он, блядь, познакомился с этим итальянцем, Во сне. конструктором. Да. А почему он ему приснился во сне, ты помнишь? Ему, короче, мама подарила эту книжку, блядь, или журнал, но не суть важно, где про него было все, про этого конструктора. Ну и, короче, ему во сне это все приснилось. Вот, и, блядь... Не, он в библиотеке взял. Похуй. Ну, короче, он взял в библиотеке эту книжку. Маме такой говорит, я, короче, буду авиаконструктором, мать. Что, Мать. ей зашло? Ну, блядь, я не помню. Вот, ну... Я думаю, нет. Ну, короче, он, короче, читал эту книжку, ему потом приснился этот чел во сне, и он такой, блядь, на итальянском, ты что-то, Жомапель, это, блядь, это французский. Это вот итальянское. да? Это французский. Ну, короче, он начал говорить на итальянском, он такой, что, блядь, что ты несешь, блядь? И он такой, ну ты этот, что ты у меня во сне, блядь, вообще делаешь? Ты не охуел? Вот Они он- типа у друг друга во снах Да, оказались. друг друга во снах появились. И он такой, я, короче, хочу стать авиаконструктором. Он такой, ну смотри, блядь, показывает вот так вот куда-то в небо, блядь, а там летит истребитель.
военный. И, короче, громит все, блядь. Ну, короче, страшно какая-то там огонь, ебать, пепел, все дела. Как там фраза эта? Еще в треке Оксимирона была. Фильм. Бля, как этот фильм назывался? Ебать. Ты проверку не прошел. Не, как эта песня у него называлась? Да, какая разница? Я хотел узнать о сюжете в общих чертах, как бы. Че, вот это подкаст. Чувствую, я просто тут посижу, наговорю все. Ну да. Я Короче, просто буду говорить. блядь, как это... А еще его изнасиловали. Как эта песня называется? Короче, если вы знаете, напишите в комментариях. Ебать, да, что сейчас? В процессе монтажа выяснилось, что наш дорогой Муслим нагло врет подписчикам самого лучшего подкаста и выдает свое когнитивное искажение за реальность и показывает свое селективное мышление. На самом деле такого трека, то бишь строчек в треке, у Оксимирона не было. Нам придется самим искать песню и писать в комментариях. Почему? Да. Но если кто-то увидит, Например, может, он мать. найдет. Да, моя. Она-то точно знает. Ну, короче, это было лирическое отступление. Он... А что не комическое? Ты вот так не трогай больше, блядь. Почему? Почему? Ну, блядь, это... Ты подстраивайся, а не подстраивай. Видишь, как я сижу? Это, блядь... Ладно, похуй. Так и мне вот так, что ли, сидеть я не могу. Да, Че, блядь, это, блядь... Как, блядь? вот так. Погоди. О, чел, слушай, я что-то не додумался. Во. Ну, короче, он встречается во сне с ним. Блять, он падает. О чем вообще аниме? Ебать, ребята, подкаст. Я его отвлек. Ты Давай прям дальше. совсем ничего не помнишь? Ну смотри, что я помню. Не, просто начало, конец, там, что ты помнишь? Ему снятся сны с самолетами, красивыми и не очень. Ему снится война, или он видит то, что самолеты вообще, ну, не только для бабочек изобретаются, а еще чтобы пиздить остальных людей. Ему это, по идее, не нравится. Потом, я помню, он сидит за партой, что-то чертит. Ну, короче, круто у него все, он учится там где-то в университете, наверное, я не знаю. Может, на заводе. Вот, потом он приезжает в Германию. Я, кстати, не помню, зачем. Без понятия, зачем. Но, типа, на экскурсию посмотреть на самолеты, на другие. Потом, по-моему, после Германии он приезжает девку наведать. По-моему, так. Да. И все, и, кстати, эта девка нахуй там не нужна. Потому что он о Реально, ней потом блядь. благополучно забывает и уезжает обратно в свой университет вроде как. А конец я не помню. По-моему, там уже взрослый стоит с этим... Как ты его там назвал? Да. И они такие, ну вот. Они такие, ну да, блядь. Все. А еще там как-то был, короче, ну я не помню, к чему это, но там был большой самолет. Очень большой самолет. Вот на этом мы остановились на том, что ему во сне... Че, блядь? Ты можешь разговаривать. А жвачка есть там? Дай ему жвачку. Ну, короче. Блять, да, время есть. Остановились мы, Ну, да. в общем, ему приснился этот чел. Он такой, вот, блядь, смотри, что я строю. И показывает ему истребитель. Страшнющий, блядь. Война, все дела. Война плохо, кстати. Вот где много человек умещалось, типа. Не, он сначала показал ему истребитель. Ну, Я помню, там самолет с боевые. 3 окнами, типа. Ну, это Пассажирский, да. по-моему. Он, короче, показал ему самолет, который был, ну, военный, блядь. Он такой, ну что это за хуйня, короче, пацан такой, что это, блядь? А нельзя там нормальные самолеты, там, типа, Типа красивые все дела. цветочки розовые. Да. С единорогами, может, мне. Ну, Там короче, он... хиппи будут только ездить.
летать. Да, ну и, короче, он такой, у меня есть один. Такой подходит, блядь, к этому, я не помню, Расстегивает блядь. ширинку и... У меня есть один. Ну, короче, он говорит, у меня есть один, или не говорит, я уже не помню. Короче, он пацану показывает второй самолет, который, блядь, такой весь большой, красивый. Я тебе говорю, он ширинку расстегивает. Ну, хорошо. Ты, видимо, не тот немного... Не то немного аниме смотрю. Ну, короче, Ну и чё? он расстегивает ширинку. Что? Там такого не было. Он показывает второй самолет большой. Блять! Да, точно. Я, походу, не то что-то смотрел. Ну, короче, он говорит, вот у меня есть другой самолет, и показывает ему огромный самолет, который, блядь, трехярусный, короче, какой-то А он, по-моему, не ебанутый. взлетает, да? Что? Не взлетает он. Но он у него не получился. Я не помню, там, по-моему, какой-то самолет большой сломался, короче. Ну да, это потом, блядь, вот знаешь, в чем минус? Ты частями помнишь, но при этом спойлеришь, как бы, что дальше будет. Ну, короче, он показывает ему огромный самолет, такой трехярусный, там 3, блядь, крыла вот так торчат, в него ходить Да, можно, да. жить, я ебал, коммуналка, блядь, люди там сидят, в окна смотрят, там еще был... Там, кстати, по-моему, реально люди были. Да, там были люди, и прикольный был момент, типа, это же самолет, да, он твердый, как бы, да, законы физики все знают, а люди, типа, мультяшный такой момент, они там, блядь, в этом, типа, тесно в этом самолете, ты куда, блядь, пошел? Так, и что, пить хочешь? Пить хочешь? Пить хочешь? Вылезай. У тебя есть вода? Ну, короче, Сгоняй нас за водой. Ага, а потом пол, блядь, разговора не запишется, он возвращается. Да похуй, давай. Ну, короче, он показывает ему этот самолет, и там был прикольный момент, типа, люди там, блядь, куча вообще, ебать. А Самир, можешь мои моменты, где я говорю, спойлерю, их в начало, короче, подкаста? Да, это как понял. Или нет, знаешь, вот Да, он прикольно вот до будет. того, как он рассказывает в подробностях, ты мою хуйню ставь. Да, не-не-не, прикольно будет, он вот реально... Понял. Ты, если что, предупреждай. Ты предупреждай. вот Если так. там, если там, блядь, я там вот так буду сидеть. Я думаю, ты заметишь сюда. Типа в ушах хуйня какая-то. Ну, короче, он ему показывает... Блядь, я уже третий Да, раз... он ему показывает Там трехъярусный люди самолет, там торчат, люди. куча людей торчит в этом самолете, и тесно, блядь. И типа показывается, что металл гнется, как пластилин, ну там типа мнется. да. Прикольно, блядь, вот. Он показал такой, вот, такой хочу самолет. Он говорит, о, охуеть, охуеть. И просыпается. А дальше я не помню, кстати, что было. Кстати, я помню момент, там были соревнования на самолетах. Он создал самолет, который не разбился, и, по-моему, самое быстро долетел до точки, или что-то такое. Да, он, короче, блядь, вот это я не помню. Что Там дальше момент, они было? на полигоне стоят, и, по-моему, ну, это соревнование между странами, университетами, что-то такое. Не, там, по-моему... И у них Не, один самолет ломается. там вообще, блядь, по-моему, университетов нет. Там же... похуй. Он же на заводе работает. Война, блядь, вовсю. Да, ну там же было Готовятся. соревнование на Они- самолет. Они готовятся к войне и это... Ты почему шепотом, блядь, говоришь? В натуре закрой рот. Ты, кстати, вот эти все свои фразочки ты можешь субтитрами ниже писать. Да заткнись нахуй уже. Ну, короче, блядь, что я говорю? Там вообще, блядь, по-моему, университета не было. Там же... Он же на завод, блядь, приехал. Да, но соревнования же на самолетах были, по-моему. Не соревнования, там были... Но он эти- просто демонстрировал самолет. Да, блядь. И сначала он у него разбился, по-моему, еще? один самолет. У него был там кореш, тоже Да, второй. очкарик. Очкарик? Или это он очкарик был? Нет, там главный нихуя герой не был помню. очкарик. Мультиверс. Я умею запись. Там этот... Главный герой был очкарик. Реально? Да. Заебись.
Он реально был очкарик. Ты можешь, блядь, не Да, у него шепотом. друг точно был. Ты можешь не шепотом говорить, почему ты Ты шепотом? можешь вообще разговаривать вместо нас, нахуй. Ты заебал меня. Двигайся, давай. Фагер, Вы озвучь. говорите, А давай леди- реально сядем вдвоем и будем по очереди пиздеть. Вы как, блядь, леди и бродяга будете. Мы так, Ебать. ты, блядь, так не делай. А как мы поймем, что, вот так например, будет. запись остановилась? Что? Мы уже, по-моему, на временно. час записали, блядь. Я просто хочу сказать, я не понимаю ничего, они, походу, другое аниме смотрели. Такой хуйни Хаяо Миядзаки не снимал. Я тебе говорю, я точно помню, я смотрел 2 года назад. У меня не Ну, может короче, блядь, там не было никакого университета. По-моему, Ну, они где-то это же был учились. завод. быть. Да похуй, Они но на они же завод где-то при- учились, там чертежи у него вот так раскладывают на парту. Он там типа чертёж. пришел... Блядь, а кстати... Я, кстати, не то аниме Какая-то посмотрел. хуйня. Блядь, что это? Как они попали на завод этот, а? Каким образом? Ты что же смотрел? Комментируй да, тоже что-нибудь. Как они попали на завод, на котором они учились? Работали, ну, блядь. А, да, там это не... аниме, так сказать, хуйня, там какой-то Хаяо Миядзаки снял, поэтому не продумали такой момент. Слышали историю про Хаяо Миядзаки? Какой? Когда он подошел к сыну и сказал, ты еще не дорос. Нихуя не понял. Ну, короче, сын хуйню отснял. Или что сделал, там, я не знаю, это как что. этот, И как он- в этих, в японских всяких и, фильмах. по-моему, Хаяо Миядзаки сидит в зале, выходит резко, идет куда-то. За ним А, я камеры, слышал он что-то садится, начинает курить. Вот так нервно. Да-да-да. Такой, я- Бля, он еще не дорос. А что за фильм был? Я не знаю. Что-то знакомый пиздец. Мне Стимир рассказывал. Так там было. Выглядит реально как режиссер, только немного неуверенный в себе. А, Такой, ну типа, короче. «Что за хуйню Они в снимаю?» школе, блядь, учились. Они в школе учились. Наверное, да. Ну вот, в школе, короче, одноклассник его был, чел, тоже, короче. Они там вместе занимались вот этим всем авиаконструкторским делом. Вот, и он там... что он там был? А, короче, они сидят в столовой, жрут, вот, что-то. Я не помню. Второй чел что-то ел, какой-то, как его, рис, блядь. Короче, рис один чел ел, а Короче, второй взял хлеб с рыбу. водой, блядь. А главный герой взял рыбу. И он сидит, друг его такой, блядь, что это за хуй, какая нахуй рыба? Ты ебанутый, мы тут это... Ну, а что делать? А Ну, что, бля, а что так ты... Нам сначала надо узнать... Да, потому что... Не, блядь, сначала надо узнать, что в аниме было. Да, в итоге... Короче, на 2 часа подкаст нормально, да? Нормально, да. В общем, они сидят в столовой, чел такой, блядь, какого хуя ты ешь рыбу? Говорит главному герою. А он такой, да мне нравится рыба, блядь, что ты ко мне пристал? Кстати, я так его сейчас показал, что он такой, блядь, Додик. Додик, да. А на самом деле он, блядь, такой нормальный пацан. Там была сцена, как он, по-моему, со школы возвращался, когда маленький был. Или не со школы, но, в общем, когда он еще в этих шароварах ходил. Вот. Там была сцена, он видит там, по-моему, до пацана какого-то докопались, банда, блядь, Ну, он, преступников. по-моему, в банде. И он, да, отпиздил пацана. Он отпиздил пацана. Не, ну, короче, он их там, блядь, ебать, дзюдоист, походу, он там его... Он дзюдоист, походу, он там их через бедро там перекидал, все дела, домой приходит, мать такая, блядь, это что? И у него тут ссадина, Ну, и он короче. ее въебал тоже. Чтобы Да, не она говорит, да мешало. пошел нахуй. Да. Он же Ну, короче, дзюдоист. Ну, в общем, такой нормальный пацан был. Вот, это так, отступление тоже. В общем, они сидят, он такой, бля, мне нравится рыба, заебал, что ты не... И он такой, ну ладно, похуй. И он доедает эту рыбу, и там, блядь, у рыбы кость была. Косточка рыбья, тонкая такая. Он ее берет такой, ебать, охуеть. Смотрит на нее,
берет, потом садится на перемене за блокнот свой, вот так садится такой, блядь, охуеть, и начинает описывать эту, блядь, рыбью косточку, такой, о, ебать, какие-то Типа в физические... чертеже. Да, в чертеже, типа, «О, ебать, какая идеальная форма, там, все дела. Ну и вот взял на заметку. Вот. А он не из этого создал самолет, который выиграл соревнования? Да, блядь, такой, вот у меня, смотрите. И, блядь, просто кости ветром унесло, ебать, не упал. Ну, короче, бля, я хотел воды попить, а воды нет. Я тоже хочу воды попить. Ебать. Нет, чел, мы не сможем говорить без воды. Сколько уже записано? А, хуйня, у нас еще Всё, 30 минут, чтобы ебать. обсудить. Если мы 30 минут столько... Мы на 2 часа сейчас Короче, чем записываем. оно закончилось, аниме? А, ты... Я не помню. Они, по-моему, просто с вот этим Да ничего не надо нарезать. корпом и кем-то стоят, и мимо них самолеты вот так летят. Не так, нет? Чем заканчивается? Да. Блядь. Погоди. Ладно. Ну, в общем. Блять, это... это даже мне было громко. Ну, короче. Пизда, блядь. Ну, короче. Ты же, кстати, запикивай все эти маты этим. Я тебя ёбну, если будешь запикивать. Ты чел, ты чё, какая цензура? Нет, ты не понял. Из мультиков. Всякими этими звуками. А, как они познакомились с этой... как он познакомился с этой девой? дурой, блядь. Ладно, Которая ну в как, горы короче, как убежала. он с ней познакомился. А он Этот- знакомился? Я думал, она на протяжении всего аниме с ним была. Потом ебать, просто в моменте я, показали. я нет? сейчас вспомнил, вот они познакомились, как там бомбардировка вроде началась, или что-то типа этого, или что, блядь, он, или по-моему, ураган. убегал из города маленьким, нет? Или это не из этого аниме? Или ураган был, что было? Стоп! Блять. А в этом аниме было, где челик... Ну, похуй, камера отрубилась. Подожди, В этом аниме было, где А, ладно, челик похуй. на поезде, короче, он ехал в другой город. Короче, в этом аниме было, где челик изначально ехал в другой город, потом поезд или что-то такое сошел, или пожар начался в какой-то деревне, и они вышли, короче, и он помог какой-то там паре с детем. Это оттуда или нет? Или это я другое аниме приплел? Не-не, там было это, он ехал на поезде, блять, куда он ехал? Одинокий Я не помню, такой. куда он ехал. Ну, короче, он сидел на пароме, блять, как Да, эта хуйня да, называется. да, Короче, да, на да, лестнице, на поезде он ехал. Вот так смотрит. Блять, да что это такое? Ты еще раз нахуй так сделаешь, я ухожу, и контракт наш завершается, чел. Ну, короче, он... Можно говорить? Молчи, блядь. Ну, короче, он едет на поезде, сидит на лестнице вот так, такой смотрит вот так, налево куда-то. И там... Что-то горит. Следующий этот... Как эта хуйня называется? Вагон? Вагон, точно. Вот, короче, следующий вагон, и там из него выходит девочка. И, блядь, не девочка, а, короче, женщина с девочкой. И он такой, о, блядь, ебать, привет, нахуй. Он такой, ну, и они там переглянулись, и они заходят в вагон. Зашли в вагон, они зашли в вагон, и... Потом он сидел, короче, в этой своей тетрадочке, блядь, в блокноте там что-то писал. И потом резко, ни с того ни с сего, там был кадр, по-моему... типа там был кадр, бомбардировка как, как этот... Едет поезд, короче, спокойно такой. Вот мне нравится, вот как режиссура поставлена была. Едет, короче, поезд такой, и... Что ты ржешь, блядь? Да вон режиссур поставлен. Ну да, это, конечно, не как у нас, но тоже нормально. В общем, он едет, вот кадр показывается, едет поезд вот так сверху, блядь, Вот так меня по слышал? полю. Блядь, у нас больше технических разговоров каких-то, чем. Да. Ну, короче, он едет, поезд едет по полю, там сверху вот так это все снимается, нихуя, ни звука, ничего. Что ты, блядь?
Молчи. Ребята. Я высокопоставленный актер, продолжаем. Едет поезд по полю вот так. Просто, блядь, без рельсов, понял? Вот. Ну, короче, поле вот так сверху снимается, едет поезд. Ебать, сколько раз я это повторил. Короче, едет... Рельсов реально не было. Это, да. Ну, короче, поезд едет без рельсов, похуй, он едет. Так рельсы же И были. были. Едет поезд, вот так сверху это все снимается, тишина, ни звука, ни хуя, тишина полнейшая в наушниках, я сижу такой, как спокойно, хорошо, и тут, блядь, резко опять кто-то к микрофону подошел во время, блядь, кто-то подошел к микрофону во время этого, видимо, у Миядзаки есть дети? Да. Сын вот, же, который не дорос еще. Сын, короче, подходит такой, блядь, и, видимо, отец отошел, на секунду записал, блядь, и хуету какую-то, типа... Да, там и такие звуки, по-моему, нагнетающие. Ну, блядь, я ебал. Я не знаю, как это... Реально гениально они это сделали. Да. Ну, короче, он... Ты как будто, блядь, этот... Все нормально, я под марками. Короче, звуки такие озвучили, типа, этот землетрясение, или я не понял, блядь, что это нахуй было. То ли бомба упала, то ли землетрясение. Что ты, блядь? Чё? Что ты там увидел? Отец машет. Серьезно? А мы представились вообще в начале подкаста? Да это в конце мы будем делать. Давай рассказывай, что. Хорошо, похуй. В общем, озвучивали, как это все. Там вот так вот такой звук, блядь, показывается, как идет дрожь по земле, блядь. Вот такие, блядь, страшные, ебать, звуки. Бомбардировка, короче. Помню, как эти хрустим ролики озвучивали? Versus. Видел? Вот эти рисованные. Там Терминатор против, блядь, Супермена. Вот эта вся хуйня. Понял? Похуй, да. Ну ты, блядь, ну вы знаете, нет? Нет. Ну давай дальше. Ты слышал? Хрустим. Нет? Нет. Блядь, да все, по-моему, эти мультики угарные видели. Ну, короче, вот сейчас вставлю... Ну, короче, блядь, я покажу, потом вставишь сюда. Вот, и... Вот, типа, такой же озвучки там было все, вот это все озвучивалось, вот. И, блядь, вот это все несется, блядь, типа, волна такая ударная. И, блядь, землетрясение, там все по пизде, блядь, поезд по швам разошелся. И... Прошу монтажеру ему хуй на лоб прицепить. Это так. Короче, бомбардировка произошла. Или землетрясение. Точно. Вот. Или землетрясение. Точно. Это же землетрясение Поезд, было. блядь, едет. Точно, Землетрясение. это было землетрясение. Или, блядь, я так и не понял, там так И там показали. кто-то ногу сломал, еще такой подвернул. Ну, короче, блядь, Девка. землетрясение. Поезд сошел с рельсов. Девка-то, ну, блядь, или нет, там с девкой была эта нянька. М. И вот она, блядь, подвернула ногу, короче. И Или он не тащил она. их чемоданы. Да, и он, короче, блядь, взял ее вот так вот, блядь, на себя, ну, на спину. И они, короче, пошли такие, так, куда Взял вы? ее на себя. Я с ней разберусь. Да, ну, короче, он... Короче, он вот с этим совсем идет, блядь, они идут, эта девка с ним, и они дошли до ее дома, оставили эту няньку, девка зашла. И там, блядь, этот... Я вспомнил, где Чё, он с блядь? девкой своей познакомился. Что там дальше было? Он познакомился со своей девкой, он был в отеле, там был еще какой-то карикатурный немец, который приглашал его куда-то. Да, И он с вышел девкой- на улицу, и она на балконе блядь. стояла. Да. И он к ней, по-моему, залез, а он кинул Или это не самолетик. та же девка была, по-моему, это ее подруга или как-то так было. По-моему, она. Ну... Нет? Там, короче, в отеле было. Ты вообще смотрел? в натуре. Ну ладно, она же. Ну, короче, он... Но он самолетик кинул, и он попал туда. И он пошел за самолетиком. Да, нет, он не пошел. И ёбнулся. Да, а он... А она да, такая, чуть не оба.
У меня туберкулез. Да ладно. Ну, короче, Было бы странно, если бы она просто такая, у меня туберкулез. вот это... Я что смутило туберкулез? Воздушно-капельный? Да, блядь, кстати. А, Я не понимаю, типа, он такой, да, такой, ну, это... своего друга, его семьи, А, да, блядь. я про туберкулез. Там же этот чел, который работает, давал, это же, ебать, просто этот, блядь, Хидео Кодзима, если его сплющить вот так. Просто, блядь, он вот такой, блядь, вот если описывать, вот такой, блядь, весь скукожен, чисто, блядь, вот такой вот. Он жирный был? Саровский был там тоже. Да, лампа, которая букву А А, ебашит. это этот, из этого, головоломки какой-нибудь. Не? В суперсемейке не было такого? А, это она была, да. Вот, да, кстати, очень похоже. Тоже сюда ставишь этот, чисто показать обоих. Вот, ну, короче, там был такой чел, Мы, блядь, рекламируем работодатель. сериалы? Почему рекламируем? Да. Давай дальше. Вы чё? Кинь обратно. Кружку кинь. Еще раз. Еще раз. Давайте. Ты пальцем перекрыл. А, все нормально. А, кстати, это не реклама, потому что, блядь... Вы, блядь, видели наш канал, нахуй? Это антиреклама. Да, ну, короче, там чел, этот работодатель, сплющенный Хидео Кодзима, вот, он такой, блядь, Я помню. импульсивный, такой, как это, блядь, холерик, Холерик. холерик такой, ну, в общем, он к ним поехал, в общем, взял свою эту пассию, блядь, и поехал к ним жить, к нему, блядь. У него там жена была, ну, он вместе с женой там жил, вот, и он, короче, они туда приехали к нему в дом, и они такие, он такой, блядь, вы охуели, что это, блядь, такое, что это, вдвоем вы тут у меня будете спать, у меня нету столько комнат. И его девка на полу. А, да, он такой, что это? Он что, скрыл от него, что у его пассии туберкулез? Ну, короче, он такой, вы, блядь, хули не женились. А ей потом плохо стало, она на полу что-то лежала, там это плохо ей было, да? Я не помню, блядь. Ты, блядь, композицию испортил. Я не помню. В Меня, общем, кстати, не слышно, да? Подними. Еще раз. Погромче говори. короче, Чуть громче. Не сильно. они там жили у них дома, и они такие... Underground. Мне похуй. Просто ближе. Не хочу. В общем, они жили у этого чела в гостях, там, у него дома. И они такие, блядь, что за хуйня, вы не женились? Ты, блядь, куда смотришь? Я не понимаю, опять отец, да? Кто там? Заебал, я смотрю на листья, у меня глаза отдыхают. Я сегодня поспал 2 часа. Потому что Астемир меня доебал до 3 часов ночи. Так, вот я сейчас, если Ты вы... мне смс писал, чел. Да, ты мне СМС писал. И чё? Это какой-то сюр. Я типа пытаюсь заснуть и вижу, у меня, короче, свет врубается. Я вообще не понимаю, что происходит. Вижу, у меня телефон, типа, экран включился. Я думаю, что? Почему? Звуки и шуршания твои. Блядь, да я не могу, у меня уже спина болит. Чё там? Ну, свет врубается, экран. Я такой, что это, блядь, такое? Я же отключил, типа, дальше спать. Может, что-то выберу, потом опять. Несколько раз. Я потом подхожу и вижу. Алло, Астемир, как ты проводишь ночь? Ты, блядь,
Ты не ответил на вопрос, там было еще 3 таких. Я понял, но я уже не собирался на них, потому что это все у меня в СМС, как вот это вот. Я тебя достану, я в следующий раз буду звонить нахуй. В общем, они решили пожениться дома у этого работодателя. Вообще заставил их жениться. Канон. Понял. Ну и, короче, они поженились там, у него дома. Ебать. И что, блядь? Они поженились у него дома. И... Ничего. Я не помню, что дальше. Завершай.